Hola Bandidos. Какой SSD выбрать для своей PlayStation 5? Это вопрос, которым в скором времени будут задаваться те немногие, но счастливые обладатели консоли. Изначально в стоковой комплектации геймерам было предоставлено хранилище с общим объемом памяти 825 ГБ, со скоростью чтения от 5500 до 9000 МБ в секунду. Скорость колеблется от типа файлов, а именно сжаты они или нет. Но нас интересует сейчас не этот технический аспект. Полноценные 825 ГБ дискового пространства недоступны игроку ввиду того, что часть быстрого SSD консоли зарезервирована под нужды системы, и на выходе объем памяти под игры составляет около 600 ГБ. Что является довольно средним показателем, и согласитесь, это мало, чтобы установить несколько игр, таких, например, как RDR 2, Call of Duty, Assassins и многие другие. А если вы решите еще что-то сохранить, например видео, ситуация становится вообще грустной. При разработке консоли в Sony это понимали, поэтому и предусмотрели слот для расширения внутренней памяти в форм-факторе M2, работающего по протоколу NVMe Express, обеспечивающего доступ к твердотельным накопителям, подключенным по шине PCI Express. В случае с PS5 это скоростной интерфейс PCI Express 4.0/4. Правда, доступ к расширению памяти консоли был ограничен программно на старте продаж и не был доступен пользователям. Однако в настоящее время Sony готовит полноценное обновление софта в своей PS5 и уже запустила процесс бета-тестирования SSD в некоторых регионах. География бета-тестирования хоть и небольшая, но постоянно растет. На сайте PlayStation.com для бета-тестеров разместили полноценную инструкцию по добавлению SSD в PS5, где довольно подробно описан процесс установки и требования к самим SSD. Ссылку оставлю в описании. Инструкция хоть и на английском, но вам будет достаточно базового уровня знания или на худой конец можно воспользоваться онлайн-переводчиком. Ну а если вам лень разбираться со всеми этими моментами, то я сделаю это за вас и постараюсь ответить на вопрос, что необходимо знать об SSD для PS5 и как подобрать твердотельный накопитель, чтобы в дальнейшем он вас только радовал. И прежде чем мы начнем, вы должны знать три вещи. Первое. Вскрытие консоли и установка SSD в специально отведенный слот не лишает вас гарантии. Второе. Sony прямо предупреждает вас о том, что требования по спецификациям SSD могут измениться после окончания процесса бета-тестирования. Третье. Прямо вытекает из второго и ориентирует вас на подбор и покупку SSD только после окончания бета-тестирования и обновления программного обеспечения вашей консоли. Итак, при подборе в будущем SSD для своей консоли вам в обязательном порядке необходимо ориентироваться на следующие показатели. Интерфейс PCI Gen 4/4 M2 NVMe SSD. Не пытайтесь воткнуть в консоль SSD, который не работает по данному протоколу. Проще говоря, этот протокол представляет собой способ передачи данных, и если вы нарушите этот способ, то как итог просто ничего не заработает. Консоль также не распознает ваш SSD. Форм-фактор, или по-другому форма и размер SSD должен быть M2. С этим достаточно просто. По сути своей это плата, вставляемая в слот материнской платы устройства. Для PS5 подойдут SSD накопители с форм-фактором M2 и типа размером 2230, 2242, 2260, 2280, 21110. Номера типа размеров можно узнать у продавца. Цифры, указанные в типа размере, характеризуют длину и ширину SSD накопителя. Первые две относятся к ширине, вторые к длине. В общем виде ваш SSD с системой отведения тепла не должен выступать за следующие границы: 110 на 25 на 11,25 мм. Соответственно, это длина, ширина и высота. Объем дискового пространства. PS5 в состоянии поддерживать SSD накопители объемом от 250 ГБ до 4 ТБ, но я рекомендую рассматривать SSD с объемом памяти от 512 ГБ до 1 ТБ, поскольку 250 ГБ довольно мало, а брать все, что выше 1 ТБ, дорого и непрактично. Это идеальный вариант по соотношению цена-качество. Все-таки SSD это не хранилище данных, и смысла разгонять его объем до 4 ТБ просто нет. Не будете вы его в полной мере использовать, уж поверьте. Система охлаждения. Пожалуй, что самый спорный момент при выборе SSD накопителя для PS5. Вопрос состоит в том, что стоит ли брать радиатор для отведения тепла, либо нет. По правде говоря, ваш SSD в основном будет эксплуатироваться в режиме чтения, что не способствует достижению температур перегрева. SSD в форм-факторе M2 в большей степени нагревается при записи данных на них, чем при чтении. В режиме чтения ваш SSD будет трудиться в рабочих температурах, так сказать на холостом ходу, и дополнительного отведения тепла для него не требуется.
рекомендуется. Если возникает ситуация перегрева, то контроллер на SSD автоматически снизит пропускную способность вашего накопителя. SSD целенаправленно начнет пропускать такты и точно не сгорит. Максимум, что вы прочувствуете, это снижение производительности SSD и возможно появление фризов, но не более, и то временно. Этот эффект можно достичь только при записи данных на устройство. И поверьте, достичь его очень непросто при эксплуатации консоли. Что касается меня, то я буду брать SSD без системы отведения тепла. Но если вам все-таки хочется, то вы должны помнить про габаритные размеры вашего SSD, рассмотренные ранее. Это были общие требования Sony к накопителям SSD для PS5. В настоящее время на рынке твердотельных накопителей имеется достаточно устройств, подпадающих под критерии от Sony, но они не сертифицированы. Получили сертификат соответствия лишь несколько производителей. Я рекомендую обратить ваше внимание на следующий SSD и подбирать его для своей консоли уже исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей. Модель первая SSD VD Black SN850 NVMe. Именно этот накопитель главный архитектор консоли PS5 Марк Церни фактически рекомендовал в своем твиттер-аккаунте. Модель вторая Seagate Firecuda 530, которая также сертифицирована Sony, но мне кажется, что на просторах СНГ сразу добыть ее будет непросто. Модель третья Aorus Gen 4 7000 серии SSD. Также отличный вариант из того, что сертифицировано. В общем итоге я все-таки бы дождался окончания бета-тестирования SSD накопителей для PS5 и соответствующего обновления системы, а потом бы уже присматривался к тем вариантам, которые сертифицированы в настоящее время и могут быть сертифицированы по окончанию бета-тестов. Надо помнить, что мы зачастую переплачиваем за бренд, и что-то мне подсказывает, что как только бета-тесты закончатся, на рынке появится много достойных моделей SSD для помещения в слот расширения вашей PS5. Не будем спешить. На этом все, бандитос. Вы знаете, что делать, подписываемся на канал и далее по тексту. До встречи в новых видео.